Классическую. Я предпочитаю музыку, которая все мое существо будоражит. Она же должна быть глубокая, она должна быть симфоническая. Мне надо, чтобы было очень много вокруг музыкальных инструментов. И чтобы они меня настолько потрясали, чтобы я туда погрузилась. Потому что вот когда бывает что-то не так в жизни, всегда хочется этой классики, натянуть ее на себя. И потом она освобождает, она помогает. Иногда очень хочется просто маленькой расслабляющей музыки, но чаще это, конечно, симфонический оркестр. Я помню одну историю, когда мне сказали: мы играем в симфоническом оркестре, вы придете к нам. Я сказала: нет, я не приду, лучше вы ко мне. И мне привели весь симфонический оркестр, а это было в Хабаровске, и жила я тогда в номере Горбачева, и у меня были огромнейшие апартаменты, симфонический оркестр весь там уместился, и это был самый запоминающийся концерт, когда симфонический оркестр у вас в гостях. Вообще мне надо всего всегда очень много, и если вдруг что-то не так, кто-то где-то фальшивит, у меня реально, я испытываю боль. Если человек фальшиво поет, у меня начинает заболевать горло, если человек фальшиво звучит, у меня начинают заболевать уши. И сначала это было так ярко, я думаю, как же я с этим миром вообще буду жить, потому что если я так ярко на все реагирую, а потом через нулевой скафандр я все-таки стала пригашать это все, ну и стараюсь не ходить там, где могут фальшивить. Я предпочитаю живые концерты. Записи я слушаю очень редко. То есть когда уже, ну, что называется, это необходимо жизненно. А так, конечно, лучше живые концерты. Благо в разных странах я могу слушать. И всегда, если я приезжаю в какую-то страну, это обязательно театр, это обязательно или музыка, или это балет, который я тоже обожаю, или это пение. Ну, естественно, они все настроены на звуки. И сначала, поскольку они же больше в человечестве, они сначала выбирают самое нижнее, то есть страдания. Они пытаются собой закрыть страдания. Они сами страдали, многие из композиторов, и вот это страдание брать. Я очень орган люблю еще. И вот орган, мне где только не играли для меня органы. Совершенно отдельно, без никого, пели очень много. Но это всегда приятно, когда это делается только для тебя. Конечно, получаешь особое наслаждение, потому что ты говоришь, что ты сейчас хочешь послушать. А так композиторам можно, конечно, быть очень признательными, благодарными, что они часть страданий с человечества стирают. Они как бы берут мозг и немножко заглушают вот эти страдания. Прописывали. Но композиторы для меня тоже много что сочинили. Так же, как и художники рисуют мои портреты и пытаются что-то изображать. Они берут мои ритмы, они пытаются эти ритмы использовать. Я просто очень радуюсь, что одна часть меня от меня отошла, и мне можно развивать следующее, проявляться в следующем варианте. Да, я понимаю, что это мой портрет, что я получаю удовольствие, когда на него смотрю, особенно если это портрет из кристаллов сделан, или этот портрет сделан из ракушечек, из песка, или этот портрет нарисован масляными красками. То есть я понимаю, что это я, но поскольку это уже ушло от меня, это не я. И как бы снялся с меня блок, и я могу дальше творить уже, вот эта моя часть, она закончена. И спасибо им, что они это сделали.